Привет! В этом видео я расскажу вам о способах защиты себя и своего жилья. Начну с того, чего делать точно нельзя. Во-первых, нельзя использовать рунические символы. Никакие. Есть множество способов, описанных в интернете. Это написать водой, написать мелом, либо купить сами руны и наклеить над входом, там положить под коврик и так далее. Множество. Все, по-моему, даже и не перечислишь. Никаких рунических символов. И, в принципе, никаких символов, если вы не знаете, что это, если вы не понимаете, как они работают, и если раньше с этим не сталкивались. Значит, второе, это никаких свечей с намерением. То есть нельзя покупать свечи с намерением для защиты, допустим, вашего дома. Можно купить свечи обычные, чуть позже расскажу. Но если в эти свечи заложена какая-то информация, а вы не можете наверняка знать, кем заложено, что именно вложили, лучше такие свечи не использовать. И третье, никаких заговоров. В защите вашего дома не могут быть использованы заговоры. Никакие абсолютно. А теперь о том, что же нужно делать. Возвращаемся к свечам. Нужно жечь свечи. Разные, какие пожелаете, кроме тех, о которых я сказала чуть выше. Могут быть магазинные свечи, они могут быть из парафина, из геля, абсолютно любые. Главное, чтобы в вашем доме горел огонь. Они могут работать фоном. Допустим, вы заходите домой, после рабочего дня зажигаете свечи, и пусть они работают, пусть они горят и освещают теплом и своим светом ваш дом. Принимаете ванну, пусть в ванной комнате стоят свечи. Садитесь ужинать с семьей, зажгите свечу, хотя бы одну, пусть она работает. Вообще, как минимум 2 раза в неделю пусть ваш дом освещают свечи. Можно поставить их по периметру, и пусть спокойно работают. Значит, второе – это принимать ванну с солью. Обязательно, тоже очень несложная манипуляция. В любом случае, мы все это делаем. Набираете в ванну воду, и, пожалуйста, добавляйте туда соль. Небольшое количество, неважно с какими ароматами будет, но все же самое лучшее это пихта или можжевельник, допустим. То есть то, что нас защищает. Это ароматы. Также можно брать травы и прожигать, но все-таки это будет более сложно, да и запах нужно потом выветривать. Так что самое безопасное с использованием именно можжевельника и пихты, вот, пожалуйста, это соль, либо можете добавлять в воду и соленую воду в том числе, масло, будет такой же эффект. Далее, это мытье пола с добавлением соли. Можете добавлять пихту, если пожелаете. Вообще, мне очень нравится добавлять в воду какую-то капельку какого-то ароматного масла. Либо сейчас там есть роботы-пылесосы, добавляете на влажную тряпочку, если есть функция влажной уборки, немножко капелек там любимого маслица, и будет изумительный аромат в доме. Но все же мы говорим о защите, поэтому мы говорим о соли именно с функцией защиты. Добавляйте немного соли в воду и, пожалуйста, мойте любые поверхности. Ту же самую манипуляцию нужно проводить не только с полом, но и с зеркалами. Обязательно, когда моете пол, возьмите тряпочку и пройдитесь по порогу и входные двери во все комнаты, и особенно, конечно же, дверь в ваш дом. И обязательно, когда моете пол, нужно мыть пространство около входной двери. То есть, как делали раньше наши бабушки, наши родители, открываем дверь и наполовину площадки промываем это пространство. Это тоже помогает, способствует защите. Единственное, что здесь не нужно много соли. Если вы будете вытирать зеркала, то могут остаться полосы, поэтому там буквально немножко, какую-то щепотку. Следующее. Соблюдайте чистоту в вашем доме и не заставляйте пространство. Я сейчас говорю, конечно, не о стиле минимализм, а о более рациональном использовании вашей площади. Пространство должно быть свободным, и энергия должна по нему свободно перемещаться, как бы гулять из одного угла в другой, по кругу, вверх, вниз, и ничего не должно ей препятствовать. Поэтому лучше, конечно, от всего лишнего, залеженного избавиться. Допустим, пакеты с вещами, которые вы когда-то вытащили из шкафа и до сих пор не можете от них избавиться. Ну, и все в таком роде. Дальше.
Не брезгуйте фэн-шуем. В фэн-шуе есть множество учений, очень простых подсказок для вашего дома, как сделать так, чтобы энергия гуляла, чтобы у вас было чисто, чтобы никакая темная энергия не отстаивалась и не цеплялась. В интернете множество есть описаний, какие-то простые правила фэн-шуй для вашего дома. Дальше. Не носите дома старую рваную одежду. Никакие дырявые носки, никакие перешитые там заштопанные штаны и все в таком роде. Также не пейте и не ешьте из посуды со сколами, где есть трещины. Нельзя. Заведите для себя отдельный бокал. Обязательно. У каждого члена семьи должен быть свой бокал. И, пожалуй, последнее для безопасной защиты вашего дома – это четкая граница между домом и работой. Не носите работу домой. Если ваша площадь позволяет, тогда, конечно, можно иметь рабочий кабинет, но пусть тогда он будет максимально далеко от места, где вы спите и где вы едите. Все эти несложные правила помогут сохранить уют и тепло в вашем доме.